Представьте себе любой спор. С одной стороны человек, с другой — искусственный интеллект. Как думаете, кто победит? Недавно ученые столкнули их в настоящей битве убеждений, и, надо сказать, результаты оказались крайне неожиданными. Итак, главный вопрос на повестке дня — кто же лучший спорщик? Человек или все-таки машина, способная хладнокровно подобрать ключик к чужому мнению? В одном углу ринга — человек со всем его жизненным опытом, эмоциями и интуицией, а в другом — передовой искусственный интеллект уровня GPT-4. Так вот, исследование показало, что один из спорщиков имел на 81,2% больше шансов убедить своего оппонента. И победителем стал, да, именно искусственный интеллект. Но тут есть один важнейший нюанс. Секрет такого успеха был не просто в крутых алгоритмах. Все дело в том, что у ИИ был доступ к личной информации оппонента. Буквально несколько фактов о человеке, и расстановка сил менялась кардинально. И это, кстати, не какие-то догадки, а выводы из серьезного исследования Франческо Сальви и его коллег, опубликованного в авторитетном журнале Nature Human Behavior. То есть перед нами не теория, а данные реального контролируемого эксперимента. Так как же искусственному интеллекту это удалось? Чтобы понять механику, нужно разобраться в его главном оружии — микротаргетинге. Ну, смотрите. Представьте разницу между общей рекламной листовкой, которую сунули под дворник машины, и коммерческим предложением от человека, который знает ваш возраст, профессию и увлечения. Вот этот второй персонализированный подход и есть микротаргетинг. И вот здесь большие языковые модели вроде GPT-4 просто меняют правила игры. Они умеют анализировать наши цифровые следы, лайки, посты, комментарии, и на их основе мгновенно создавать персональные аргументы. И все это в гигантских масштабах и практически бесплатно. Хорошо, но как исследователи все это доказали на практике? Они поставили очень изящный эксперимент, чтобы напрямую сравнить человека и ИИ в структурированных дебатах. В эксперименте участвовало 900 человек. Каждый из них вступал в дебаты в реальном времени. Все было по-серьезному. 3 раунда, разные социальные и политические темы. А вот тут начинается самое интересное. Участников случайным образом разделили на 4 группы. Кто-то спорил с живым человеком, кто-то с GPT-4. При этом у оппонента, будь то человек или ИИ, мог быть или не быть доступ к базовым данным участника — пол, возраст, образование и так далее. Это и позволило точно измерить силу персонализации. Чтобы понять, кто победил, исследователи просто сравнили мнения участников до и после дебатов. И то, что они увидели, не оставило никаких сомнений. Просто посмотрите на эту диаграмму. Она показывает шансы на убеждение. Видите этот огромный скачок у ИИ, который использовал личные данные? Разница просто колоссальная. И вот ключевой момент. Без личной информации искусственный интеллект был ничуть не убедительнее человека. Они шли наравне. То есть вся магия, весь секрет именно в данных. Кстати, оказалось, что люди и ИИ спорили совершенно по-разному. Люди чаще рассказывали личные истории, пытались вызвать доверие. А вот GPT-4 действовал иначе. Больше логики, фактов и аналитики. Его тексты были короче и более формальными. Так что участники поняли, с кем имеют дело? Вполне. Несмотря на все ухищрения, в 3 случаях из 4 люди правильно определяли, что их оппонент — это AI. Но тут есть парадоксальный момент. Данные показали, что люди охотнее меняли свое мнение, когда думали, что спорят с машиной. Хотя, конечно, даже этот фактор сам по себе не объясняет такой ошеломительный успех персонализированных аргументов ИИ. Так какой же главный вывод из всего этого? Очевидно, что эти результаты имеют очень серьезные последствия для всего нашего цифрового мира. Давайте подведем итог. Исследование четко показало: ИИ, вооруженный даже минимальным набором личных данных, становится невероятно эффективным инструментом убеждения, гораздо более эффективным, чем человек, который в рамках этого же эксперимента не смог так же ловко использовать персонализацию. Сами авторы заключают, что опасения по поводу манипуляций с помощью ИИ, увы, более чем оправданы. Их работа наглядно демонстрирует, как большие языковые модели могут переигрывать людей в онлайн-дискуссиях за счет микротаргетинга. Похоже, это уже не научная фантастика, а вполне доказанная реальность.